Здравствуйте! Сегодня мы расскажем о соусе табаско, который может оживить повседневную еду, такую как яйца, картофель, бутерброды и другое. Для этого достаточно добавить пару капель этого острого соуса. Обычно его подают к таким мексиканским блюдам, как начос, тако и буррито. А так выглядел оригинальный красный соус табаско за много лет до того, как он появился в продуктовых магазинах. Вот уже в течение более 150 лет знаменитый соус табаско из красного перца производится на небольшом участке земли, окруженном заливом в Южной Луизиане на острове Эйвери. Производителем соусов марки табаско является американская компания Маккай Ленни. Производство красного перечного соуса началось в 1868 году. Соус явился результатом многочисленных и длительных экспериментов Эдмунда Маккая Ленни, владельца небольшого поместья Эйвери-Айленд на соляных копьях в штате Луизиана. Для приготовления своего соуса Эдмунд Маккай Ленни использовал особый сорт красного перца табаско, соль из местного рудника и уксус высокого качества. С тех пор компания остается под семейным контролем. Каждый новый генеральный директор является потомком Маккая Ленни. И хотя перец табаско первоначально выращивали только на острове Эйвери, в настоящее время его выращивают в основном в Центральной и Южной Америке, а также в Африке. 150 лет назад острый соус был не в моде. Табаско заложил основу для признания соуса в том виде, который сегодня известен всем. Рецепт, используемый для приготовления этого знаменитого соуса, практически не изменился с 1868 года. Дистиллированный уксус, красный перец и соль. Табаско как соус действительно произвел революцию в представлении американцев о соусах. Его концентрированный вкус был способен оживить даже безвкусную диету, характерную для большей части Юга Америки того времени. Революция также коснулась его стандартизации, производства и распространения. Наверное, многие люди понимают, насколько тяжело вырастить качественный продукт в условиях постоянного изменения погоды. Многие любят табаско, однако понятия не имеют, что на производство соуса требуется 3 года. Сегодня появилось много возможностей для того, чтобы компания смогла сэкономить на некоторых ингредиентах. Так выглядит сорт стручкового перца табаско на острове Эйвери, который вот уже 150 лет выращивают потомки Маккая Ленни. Эдмунд Маккай Ленни на острове Эйвери впервые вырастил крошечные красные перцы. Он разлил свой первый острый соус по таким бутылкам в 1868 году, запечатал их воском и продал чуть менее 700 бутылок на всем побережье Мексиканского залива. Такая бутылка стоила $1. Свой бренд он назвал «Табаско» в честь американского штата, известного производством и экспортом специй. Эдмунд получил на него патент и к началу 1870-х годов стал продавать свои бутылки по всей Америке и даже в Европе. Бизнес процветал и набирал обороты. Соуса продавалось все больше и больше. Сегодня одна фабрика может производить за 24 часа столько соуса, сколько произвел Эдмунд за всю свою жизнь. Эдмунд Маккай Ленни жил на острове Эйвери, который представляет из себя естественный соляной купол, возвышающийся на 50 метров над уровнем моря. Это самая высокая точка на всем побережье Мексиканского залива США, что помогало противостоять ураганам. Но сегодня побережье Луизианы опускается каждый год на треть дюйма. Так, в период с 1985 по 2010 год штат ежегодно терял примерно 1 футбольное поле водно-болотных угодий, а когда земля тонет, она более уязвима для штормовых повреждений. Сегодня люди борются, чтобы защитить свои угодья. Фабрика окружена высыхающими болотами, и это делает ее уязвимой при ураганах. Компания уже потратила миллионы долларов на защиту острова от штормов. В этой теплице перец табаско выращивают только для получения семян. Здесь отбирают растения, обладающие самым насыщенным цветом красного перца с идеальным размером, а затем и вкусом. Такие растения маркируют и собирают отдельно для дальнейшего распространения. Также важно не допустить появления тли.
Основная цель операции по выращиванию растений на острове Эйвери – это получение качественных семян перца. Отсюда самые качественные семена, которые составляют всего 1% от всех выращенных на острове, направляются на более чем 1000 ферм табаско по всему миру. До 1960-х годов перец выращивали только на острове Эйвери, затем его распространили на всю Луизиану, а в последующем появились плантации в Мексике и Венесуэле и, наконец, по всему миру. Перец табаско происходит из района Амазонки в Южной Америке. Он примерно в 6 раз острее, чем мексиканский перец халапеньо, и имеет крошечный размер, всего от 1 до 1,5 дюймов в длину, а весит стручок 1 грамм. Поскольку перец такой маленький, его легко можно повредить, поэтому машины для сбора урожая не применяются. Все работы по выращиванию и сбору перца производятся исключительно вручную. Чтобы оценить плоды яркого перца на спелость, сборщики используют красную палочку или Le Petit Bâton Rouge. Если перец соответствует цвету палочки, то его собирают, если нет, то он остается на растении. Это, конечно, трудоемко, но только так гарантированно будут собраны перцы высшего качества. На плантациях табаско собирается более 4500 тонн перца в год. Это снято в Луизиане, но процесс выращивания перца выглядит одинаковым на всех фермах. Собранный перец посыпают солью, а затем с использованием гигантской машины его превращают в пасту. Фермы, расположенные по всему миру, отправляют пасту обратно для обработки на остров Эйвери через порт Нового Орлеана. Например, пюре, находящееся в этом контейнере, произведено на самом деле в Перу. Внутри контейнера находится более 23 тонн пюре табаско. Этот насос перекачивает пасту в бочки из белого дуба. Некоторым из них уже 60 лет. В большинстве из них раньше хранился бурбон. Почему используются бочки из белого дуба, точно неизвестно, но это работает уже более 150 лет, и поэтому что-то менять нет необходимости. Для заполнения и запечатывания бочек работает слаженная команда, где каждый знает свое место. В один грузовик помещается до 110 бочек. Переполнять бочки нельзя, так как слишком высокое давление может за одну ночь сорвать крышки бочек. Поэтому проще всего излишки переложить в соседнюю емкость. Чтобы заполнить одну бочку, может потребоваться около 30 минут. Поскольку бочки старые, они не имеют идеальной герметизации, поэтому рабочие сверху посыпают их солью. Это позволяет выходить газом, а окисление замедляется. Можно сказать, что соль сверху – это просто дополнительный защитный слой. Если на крышке есть небольшой дефект, который не видно, то соль застревает в нем и действует как печать. Бочки пломбируются и отправляются на 3 года на склад старения. Команда укладывает каждую бочку, исходя из места происхождения пюре. Вот такая бухта, идущая далеко вдоль стены, содержит около 1100 баррелей или 175 тысяч литров пюре из Колумбии. А на этом складе хранится 55 тысяч бочек. Это все будущее табаско. Из каждой бочки получается 10 тысяч бутылок табаско по 2 унции. В ходе брожения из пюре выходит много газа, поэтому крошечный клапан сверху бочки позволяет сбросить излишнее давление. Если не будет такой вентиляции в процессе ферментации, бочки могут взорваться, и такое иногда случается. Через 3 года пюре внутри бочек стабилизируется, оно сгущается и становится темнее. Это легко обнаружить. Если посмотреть на уровень заполнения бочки, сразу видно, что уровень упал. По кольцам на бочке можно увидеть, как опускалось сусло. И хотя объем уменьшился, такое выдержанное пюре по-прежнему все еще очень острое. Следует помнить, что на этом этапе пюре в 10 раз острее, чем настоящий соус. Далее выдержанное пюре перекачивают в камеру для смешивания. Если открыть такую емкость, то резкий запах перца ударяет прямо в горло. Рабочие шутят, что таким запахом их бьют каждый день. Работники следят за тем, чтобы у всех соусов был одинаковый вкус, даже если они поступают с разных концов света. Перец из разных стран смешивается, потому он может состоять из перцев Колумбии, Перу, Эквадора и Гондураса. В готовое пюре добавляют уксус и выдерживают, перемешивая все это еще 28 дней. Такое смешивание происходит одновременно в 72 резервуарах. Имеющиеся фильтры удаляют мякоть и семена перца.
В результате то, что когда-то было острым и едким, теперь становится ароматным с мягким сложным вкусом. Соус не требует никакой варки, потому что уксус действует как натуральный консервант. В ходе выдержки образцы соуса направляются в лабораторию, чтобы проверить pH, показатель кислотности. Также проверяют его вязкость, уровень соли и другие критерии. Лаборанты также проводят вкусовые тесты. После получения одобрения готовый соус табаско перекачивают в цех разлива. Фабрика по производству соуса наполняет до 700 тысяч бутылок в день, от миниатюрных бутылочек до культовых бутылок на 5 унций. Компания использует стекло, а не пластик, так как оно является лучшим барьером для проникающего кислорода. Кислород отрицательно сказывается на вкусе и цвете соуса. Под названием табаско выпускается 9 разновидностей соуса, от оригинального красного до хабанеро. Большую часть наполнения, укупорки и маркировки сегодня делают машины. Весь цикл одна бутылка проходит за 13 минут. В конце бутылки собираются вместе и упаковываются в картонные коробки. Это происходит очень быстро, около 300 бутылок в минуту. Как правило, все недавно упакованные продукты покидают склад в течение 3 недель. Судоходная компания доставляет продукцию в Германию, Японию, Швецию, Тайвань, на Канарские острова и Южную Африку. А теперь несколько интересных фактов. Известно, что в 2009 году табаско получил королевский ордер от королевы Великобритании после того, как было установлено, что американский острый соус достаточно регулярно использовался в стенах Букингемского дворца, чтобы заслужить эту честь. В 1970-х годах его отправили астронавтам, чтобы придать скучной, сублимированной пище астронавтов пряность и аромат, а с 1980-х годов он был включен в состав питания военнослужащих армии США. Табаско используется и распространяется в большем количестве стран, чем Макдональдс. Его можно найти в более чем 195 странах и территориях по всему миру. Его этикетки печатаются на 25 различных языках мира. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!